Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня будем вязать вот такие вот тапки, шлепки, не знаю даже, как их назвать, для гостей. Можно и для себя, конечно. Ну вот, пришли к вам в гости, и если им холодно в ножке, сразу им, пожалуйста, надевайте. Гости ушли в машинку, забросили на 30 градусов, все, простирались и для следующих гостей. А гости еще уйдут и оставят вам заказик. Значит, они у меня на войлочной подошве будут. Вот такая вот у меня подошва. 38 размер сегодня буду вязать по подошве. Ну, обвяжется немножечко больше получается, как по мне. Значит, сразу скажу по подошве, потом возникает много вопросов. У меня подошва готовая, я покупаю в интернет-магазинах, она сразу же с дырочками. Я живу в Турции очень много лет, поэтому здесь в местных магазинах это покупаю. Значит, кто не знает, где купить, я помню еще в старые добрые времена всякие деды на рынках продавали вот эти вот войлочные подошвы, обувщики. Поэтому можно погуглить в интернете или же поспрашивать на месте в магазинах с рукоделием. Я думаю, что войлок вот этот вот найти не проблема. Если даже дыры, без дырочек, то шилом на одинаковом, вот сколько здесь, чуть больше 0,5 расстояния, можно эти дырочки сделать. Это вот у меня небольшой сегодня размер. А вот эти вот связала. Подошва была на 40-й. Я их примерила. Они вообще у меня получились 40-41 размер. Поэтому я думаю, ладно, может какой мужчина заглянет, так мы предложим. В общем, дежурные возле дверей будут такие у меня. Так, теперь из чего мы их будем вязать? Будем вязать спицами. Сейчас я сразу эти уберу. Из остатков. Вот, нашла 2 клубочка. У них цвет даже немножко отличается. Вязать я буду в 2 нити, сразу скажу. Или подобрать толстую нить. У меня акрил, как всегда, где это 100 грамм, 240 метров. Я в 2 сложения спицами номер 3 буду вязать, чтобы это было плотно. Они вот такие вот стоячие получаются. Форму держат. Вот так вот. И вот немножко белых нашла. Здесь можете цветочки, можете вышивку сделать посередине, среднюю часть можно вообще другим будет узором связать. Но я как идею сейчас провяжу все платочной вязкой, а там уже куда фантазия вас заведет. Значит, у меня было вот очень мало ниток уходит. Неполные моточки были такие, насобирала. Так, ну что, давайте начнем вязать сразу. Так, прежде чем начать вязать, что я вам еще хотела сказать, значит, я сейчас в процессе вязания буду вязать 38 размер. Сразу вам буду говорить, сколько я набирала на вот этот 40-41, как он у меня получился, да. Вязать буду на 38. И по ходу буду все вот эти вот детали отвязанные замерять в сантиметрах, если у вас пряжа другая, чтобы легче было сориентироваться. Так, вот подошва 38. Давайте сейчас сразу замерю, что у нас подошва. 24 сантиметра подошва. Верхняя часть 8. Нижняя часть 6. Ну, это так, для сведения. Значит, подошву откинули. Теперь 2 ниточки. Наберем 3 петельки. 2 спицы. Так вот обычным способом. 1, 2 получилось. Еще одну добавлю. Следующий ряд. Так, 3 петли набрала. Теперь эти 3 петли провяжу. Провяжу лицевыми. Я все буду вязать лицевыми. Спицы тройка небольшой. В 2 сложения немножечко будет сложновато. Ну, это поначалу. Сильно не вытягиваем. 2, кромочную провяжу изнаночной. Так, теперь, значит, вот эта нитка, это у меня будет конец ряда, наоборот. Теперь сейчас начинаю сразу делать прибавки. Кромочную снимаю. Одну прибавила. Лицевая и кромочная изнаночной. Значит, вот это у нас будет вот эта вот часть. Я провязываю изнаночными, потом сделаю вот такой вот шов
получилось довольно-таки плотно вот этот вот край, чтобы его укрепить. Есть еще один способ. Вот смотрите, вот такой вот зубчатый край можно сделать. Ну, мне вот этот второй вариант сегодняшний понравился больше. Вот этот зубчатый край, как я его делала, я кромочную петлю провязывала лицевой и нить переводила вперед. Значит, поэтому если кромочную провязать лицевой и нить перевести вот так вперед и снимаем, то у вас получится вот такой зубчатый край. Я сейчас сделаю обычный край, провязала кромочную, изнаночной. Поехали дальше. Так, это у нас изнаночная сторона сейчас. Первую снимаем. Все провязываем лицевыми. Изнанка у нас без изменений. Опять кромочная, я провяжу ее изнаночной. Это потом все будет привязываться к тапку, так что здесь можно без заморочек. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Опять делаю добавку. В каждом ряду в лицевой стороне после кромочной буду делать одну добавку. Буду расширять вот этот вот угол. Клин такой сейчас вывяжем. Так, 1, 2, 3, 4. Пятая у нас, это последняя кромочная, провязали изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Все провязываем лицевыми. У меня где-то есть здесь черновая схема, я для себя рисовала. Сейчас я ее поищу. Так, перешли на лицевую сторону. Можно здесь сразу отметить, чтобы не путаться. Ну вот у нас уже пошел скос. Здесь мы в начале ряда делаем по одной прибавке. Первую снимаю, одну добавила, все остальные вяжу лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной. Так я буду расширять на 38 свой размер до 20 петель. Провязала, перешли на изнаночную сторону, вяжем опять все лицевыми. Вяжу плотно аж. Ох, тяжело немножко. Опять лицевая сторона. Первую снимаем, делаем одну добавку, накид. И остальные все провязываем. Так, думаю, что с этим понятно. Смотрите, что я буду делать дальше. Вот мы набрали 3 петли. В каждом ряду по одной буду добавлять, пока у меня на спице не будет 20 петель. Если размер большой, 40, 41, 22, 24 это будет сильно широко. Я вот 22 попробовала, не знаю, у меня даже могу замерить этот на 22 петли в сантиметрах. Вот этот вот верх. Я просто примерила его еще. Вот смотрите, 24 получился верх. Ну, чуть-чуть больше, 24, грубо говоря. Значит, сейчас я расширю до 20. Если размер больше, наберите 22. Опять же, провяжем половину до середины, и вам уже будет понятно, хватит вам этого или не хватит. Довяжу до конца, замерю ширину, высоту, это в сантиметрах. Так, сейчас вяжем, добавляем по одной петельке, расширили 20 петель, я к вам вернусь, пойдем вязать дальше. Расширила я до 20 петель. Теперь это у меня изнаночная сторона, довязываю я по изнанке. Следующий ряд у меня будет белым цветом. По изнанке сразу последнюю кромочную петлю провязываю белым. Так, перешли на лицевую сторону. Что у меня здесь получилось? Высоту 8,5. Почти. И в ширину 8. Так, теперь продолжаем. Также я продолжаю делать с краю прибавки. До самой середины мыска буду делать прибавки.
Теперь первую снимаю, опять одну прибавляю. Вяжем далее лицевыми, не довязывая 3 петель последних, останавливаемся. Далее все вяжу белым. И вот эту вот нить, я ее обрезать не буду, я ее буду перебрасывать через каждые 2 ряда. Буду перебрасывать, чтобы не было здесь хвостов сильно много. Так, вяжем до конца ряда, до последних, предпоследних 3 петель. Пришли в конец ряда, 1 кромочная и 2 петельки не довязываю. Теперь в конце ряда по лицевой стороне в каждом ряду я буду не довязывать 2 петли. В начале ряда я буду прибавлять по 1 петле. Теперь не довязала 2, вот с кромочной вместе 3, вместе с кромочной 3, это первый ряд, развернулись. Здесь укороченные ряды сейчас будут. Любым удобным для вас способом можно и обматывать петельку. Я в этот раз буду вязать, вот просто накид буду делать. Потом этот накид буду провязывать. Сделала накид. И следующую провязываю лицевой. И все остальные до конца провязываю лицевыми. Все, вяжем до конца без изменений. Все провязываем до последней петельки лицевыми. И кромочную провяжу изнаночной. Так, вяжем до конца ряда. Так, кромочная, изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Так, эту ниточку буду перебрасывать. 1 накид, добавка. Все оставшиеся вяжу лицевыми. Здесь было 2 петельки и еще 2 петельки не довязываю. Так, вяжу все лицевыми, вяжем. Пришли в конец ряда. Так, оставляю 2 петли. 1 с накидом и вот еще 1. 2 оставили, не довязываем. 2 у нас было розовых, 2 белых. Развернулись. Опять делаю, набрасываю обычный вот накид. Все далее вяжу лицевыми. Довязываем ряд до конца. Пришли в конец ряда, кромочную провязала изнаночной. Переходим на лицевую сторону. Опять все то же самое повторяем. Ай, супер, утром накрасила свежий лак. Первую сняла, 1 добавила. Опять вяжем до конца ряда, не довязывая 2 петель. Возвращаемся по изнанке обратно. Так я буду убавлять, пока у меня вот здесь на спице не останется 9 петель. Вяжем. Пришли в конец ряда. Так, 2 с накидом. Вот у нас 2 опять с накидом. Оставили 2 петельки. Развернулись. Делаю накид. И все провязываю опять лицевыми. И так каждый ряд повторяется. Не довязывая по 2 петли в конце ряда. В начале ряда делаю 1 прибавку. Так, это вроде бы рассказала. Смотрите, 20 петель мы провязали. Теперь белый цвет вот у меня. Опять продолжаю я делать в начале по 1 прибавке. Прибавляю по 1 петельке. В конце ряда по 2 не довязываю. Буду так вязать, пока у меня не останется 9 петель на спице. Вяжем. Закончила я делать прибавки и убавки. Последняя у меня была 9 петель, у меня здесь осталось на спице. Довязываю изнаночный ряд. Сейчас следующая часть у нас, перейдем к середине.
будет розовый цвет, значит, последнюю петельку провязываю розовым по изнанке. Вот так я ее протянула. Так, перешли на лицевую сторону. Так, что у меня здесь получилось? Смотрите, если посчитать вот по петлям, у меня будет 30 петель полностью на спице. Теперь все вяжу розовым цветом, провяжем полностью все эти петли. Сейчас будем вязать среднюю часть. Добавок здесь не будет. 8 рядов провяжу вот эту вот часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 зубчиков у меня будет средняя часть. Значит, если у вас маленький размер или же хотите, чтобы было поуже, можно на 1-2 ряда провязать меньше. Если размер больше, то на 1-2 ряда провязать больше вот эту вот среднюю часть. У меня будет 8 вот этих вот дорожек. Так, сейчас что делаем? Все вот эти вот петли у меня 30. Если набирали 22 петли, то у вас должно быть 34, насколько я помню, по серым. Так, провязываем все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот 9 петель. 9 петель я провязала. Дальше у меня идет, это был накид. Теперь этот накид я провязываю вместе со следующей петлей. Далее обычная петля. Опять был накид. Петля с накидом у нас была. Мы делали накид и петельку провязывали. Теперь вот этот вот накид я провязываю с предыдущей петлей, чтобы здесь не было вот такой никакой дырки. Получится, она у нас закроется. Смотрите. Вместе провязали все. Следующая. Накид провязываю вместе со следующей петлей. И так до конца ряда. Так, петлю провязала. Накид со следующей петлей. Так, довязали до конца ряда. Кромочную провязала изнаночные, значит, у меня на спице 30 петель белым цветом. Давайте посчитаю по вот этим вот дорожкам зубчикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, по зубчикам 10 зубчиков получилось и 30 петель. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Теперь, как я уже сказала, высоту 8 рядов без изменений. Сейчас буду все просто среднюю часть вязать лицевыми петлями. Все полностью вяжем лицевыми. Довяжем до конца. Кромочную мы провязываем изнаночной, перейдем на лицевую сторону. И по лицевой также продолжим вязать все платочной вязкой. Провяжу эти 8 рядов, замерю в сантиметрах и потом перейдем на вторую сторону. Будет вязаться в зеркальном уже отражении она. Так, перешли на лицевую, да. Опять все то же самое. Кромочную сняла, остальное все вяжу лицевыми платочкой. Значит, так, сколько сейчас в сантиметрах? Такая часть уже у нас получилась. Сейчас провяжу, сейчас, минуточку. Ну вот, смотрите, приблизительно 3,5 сантиметра у меня вот эта вот средняя полоса. 8 рядов, как я уже сказала, 3,5 сантиметра. Провяжу сейчас эту полосу, к вам вернусь и пойдем дальше вязать. Закончила я вязать среднюю часть. Так, что у нас здесь по высоте мыс получается? Почти 13 сантиметров, 12,5.
Так, теперь сразу перехожу на белый цвет. Сейчас будем вязать вторую половину, вот этот вот белый угол. Если мы с этой стороны прибавляли петельки, то теперь мы их будем убавлять. До самого конца с этой стороны будем по краю, по одной петле убавлять. Делать убавки, да. Так, первую снимаю. Провяжу сейчас 9 петель. 9 петель я закончила и начинаю тоже 9 петель. Так, первая кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, разворачиваемся. Опять то же самое делаю. Набросила и провязываю все лицевыми. Только убавки теперь я буду делать по изнаночной стороне. Сейчас сразу буду делать первую убавку. Так, не довязывая трех петель, останавливаемся. Так, 2 вместе провязываем, убавляем и кромочную провяжу изнаночной. Так, это надо, по идее, вот так вот подхватить, но я не могу выкрутить здесь спицы, потому что плотная очень нить, поэтому я просто 2 вместе провяжу. Ничего страшного. 2 вместе провязала, кромочную провязали, перешли на лицевую сторону. Так, теперь вяжем. Все вяжем лицевыми. И здесь мы будем добавлять по 2 петельки теперь. Здесь мы по 2 петельки оставляли, не довязывали. Теперь обратно идем, обратный ход. В каждом ряду по изнанке по одной в конце ряда убавляем. Здесь по 2 петли добавляю. Так, вот он остался у меня накид. Я его сразу провязываю. Одну добавила. Еще одну добавила. Все, 2 петли добавила. Развернулись наизнанку. Сделала один накид. Далее провязываю все лицевыми, не довязывая последних 3 петель. 2 петли провяжу вместе и кромочная. Так, 3 петли осталось. Одну убавили, кромочную провязали. Ух. Ой, забыла перебросить. Вы видите, не забываем перебрасывать вот эту вот нить. Через 2 ряда я перебрасываю ее. Так, опять первую сняли, провязываем все платочной вязкой и добавляем 2 петли. Так, накид провязываю вместе. Первую добавила одну, подтянула и еще одну добавила. Все, 2 петельки добавили. Развернулись. Набросила одну. Остальные все провязываем лицевыми. Предпоследние 3, последние 3, 2 провязываю вместе и кромочная. Пришли в конец ряда, одну петлю убавили, то есть провязали 2 вместе, кромочную провязали. Переходим опять на лицевую сторону.
Вяжем все лицевыми и добавляем 2 петли. Так, это у нас накид. Провязываем одну петельку, добавляем вместе с накидом, провязала, одну добавила, и еще одну провязала, добавила. Все, 2 петли добавили. Опять разворачиваемся наизнанку и все то же самое. Один накид сделала, все провязываю лицевыми. В конце ряда 2 петли провязала вместе, убавила и кромочная. Значит, так будем убавлять. Значит, продолжаем вязать. В конце ряда по изнанке делаем одну убавку. Здесь по 2 петли прибавляем. Пока у нас на спицах, смотрите, где тут моя вот эта вот ручная такая схема, заметки для себя. Вот здесь мы убавляем, здесь по 2 петли прибавляем. Останется у нас розовых 3 петли. Всего будет 20 петель. Довяжем 20 петель, я к вам вернусь, пойдем вязать дальше. В начале ряда убавка, здесь 2 прибавки. Вяжем. Так, сделала я сейчас последнюю, здесь одну петлю убавила, здесь 2 прибавила. Осталось у меня 3 розовых, основной цвет буду говорить. Так, всего 20 петель, разворачиваюсь наизнанку, последний ряд белым провязываю, это у меня будет 10-й вот этот вот зубчик, 10-я дорожка, провязываю белым, цвет можно будет обрезать и перейдем на розовый цвет, значит, довязываем последний ряд до конца. Так, перешла в конец ряда. Здесь мы также и продолжаем по одной петле закрывать, убавлять. Эти убавки у нас будут продолжаться до самого конца, пока у нас не останется 3 петли на спице. Мы будем продолжать по краю убавлять. Все, здесь я перехожу на розовый цвет. Так, белый можно обрезать. Перешли теперь на лицевую сторону. Теперь будем вязать только с одними убавками в конце ряда по изнаночной стороне. Все, вяжем далее все розовым цветом. Вот этот вот белый хвостик ему надо будет заплести сейчас, запутать. Вот я в начале ряда его так запутала здесь аккуратненько. Подвязать. Так, весь ряд полностью провязываем розовым лицевыми. Белую. Так, довязываем ряд до конца. Здесь у меня был последний накид, его тоже сейчас провязываем. Все, кромочную провязали. Развернулись. Далее вяжем все розовым цветом. В конце ряда будем делать одну убавку. Так довяжем, вот пока не останется 3 петли. Так, вяжу все лицевыми до конца ряда. Пришли в конец ряда, 2 петельки убавляем по изнаночной стороне. По лицевой стороне теперь мы будем вязать без изменений, всю платочной вязкой. Кромочную провязали, перешли на лицевую сторону. Все вяжем до конца по узору. Здесь прибавок, убавок больше нету. Убавляем по изнанке. Так, пришли в конец ряда, довязали ряд до конца.
Кромочную провязала, опять изнаночная, перешли на изнаночную сторону, опять все провязываем лицевыми, довязали до 3 петель, 2 петельки провязали вместе, кромочную провязали изнаночной. Все, так будем убавлять по одной закрывать, пока не останется у нас 3 петли. Точно так же придем к тому, с чего начинали. Так, все, вяжем, довязываем мысок, убавляем в конце ряда. Дойду до конца, к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Что у нас здесь? Вот так, сейчас дойдем, убавим вот точно так же. Просчитывайте все вот эти вот зубчики, чтобы у вас было одинаковое. Но здесь, по-моему, работа проще простого в этот раз. Вяжем. Сделала последнюю убавку по изнаночной стороне. 3 петли у меня на спице. Так, закрываем сейчас это дело. Убавку сделала. Этот ряд сейчас провяжу. Это лицевая сторона. Точно так, как в начале мы набрали 3 петли, потом один ряд провязывали. Теперь здесь убавили. Осталось 3 петли, один ряд провязала. Изнаночная сторона. Все, последнее. Так, теперь что нам нужно сделать? Под наборным рядом сейчас буду вытягивать по одной петельке, и нужно вот эту вот верхнюю часть нам будет укрепить, чтобы сильно не растягивалась, и более плотный будет этот вот край, и форму будет лучше держать. Вот петля крайняя осталась. Протянула. Опять под 2 дужки ввела, захватила нить. Протянула. Так провяжу весь вот этот вот верх. Закреплю потом нити и перейдем, примонтируем к подошве. Довязываем до конца. Хотя по-быстрому. Такой вот край получается. Довольно-таки плотный и хороший, советую. Так, довяжем до конца это дело. Так, закончила ввязывать мысок. Теперь откладываем его. Сейчас надо сразу будет пришить пуговички, пока не привязали, не пришили вверх к низу. Сделать пуговички или вышивку, что там у вас будет, потому что потом на готовом тапке это будет тяжело делать. Так, теперь подошву. У меня крючок небольшой, номер 5. Значит, так как у меня она уже готовая вместе с дырочками, смотрите, я обвяжу сейчас на готовом, покажу, как я обвязывала. Вот, верхнюю часть, чтобы не было здесь просветов никаких. 4 у меня. 1, 2, 3, 4. 4 раза по 4. Потом по 3 несколько раз. Здесь в узких местах по 2 раза я обвязывала. Далее я все обвязала по 3 петли. И на мыске тоже 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз, средние по 4 раза. Вот. Если здесь расстояние широкое между петлями, то можно 5 раз обвязать. Дело в том, что это не тапочек у нас, а вот половину только мы будем пришивать, переметывать. Поэтому даже если здесь на низу получилось на 2 петли больше, мы это все пришиваем. 2 петли вместе можно пришить, или же 2 раза в одну петлю войти. Так что ничего страшного. Главное, чтобы обвязываем, чтобы не было здесь, вот подошва не просвечивала.
В этой модели так. Я сразу узел не завязываю, а потом заплету этот кончик. Потом его буду закреплять. Так, сейчас хвостик этот вот. Один. Два. Три. Четыре. Ой. Так, следующую одну обвязали, в одно отверстие вошли, обвязали, в следующее два. Вот тут ее перевернуть, эту подошву, чтобы она в камеру не уперлась. По 4. Теперь вы смотрите, здесь мало осталось, здесь я 3 раза пройду. Далее я буду идти по 3 раза. Вот здесь на боковых сторонах малое расстояние, пару раз, по 2 раза всего лишь обвяжу. Задник по 4 раза, потом по 3 раза обвязываю, несколько раз по 2, и точно так же передняя часть обвязываю все по 3 раза, и носок, мысок сам по 4. Опять же, может быть, у вас расстояние будет намного меньше между вот этими вот дырочками, и вам, может быть, достаточно будет всего лишь по 2, по 3 раза обвязать. Поэтому подошвы тоже могут быть разные. Так, по камере хлоп-хлоп. Так, вот так вот обвязываю подошву. Еще раз. Обвяжем так всю подошву полностью. Я к вам вернусь. Так, обвязала, закончила обвязывать всю подошву. Теперь вверх. Смотрите. Один раз я обвязала. Сейчас буду второй раз обвязывать. Аккуратненько вот так вот распределила. Все сразу прихватила маркерами. Значит, что у меня здесь получилось? 3 верхних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7-й, как сказать, вот этой вот петле. И точно так же здесь одинаковое расстояние. В общем, смотрите, чтобы здесь не перекосило. Вот эти вот части тоже по изнанке смотрим, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Все приметаем, разложим. Теперь привязываем. Что теперь делаем дальше? Значит, можно второй раз еще обвязать полностью всю подошву. Но я не стала этого делать. Будет немножечко шире тогда верхняя часть. У меня нога не очень широкая, поэтому не у меня, а для кого вяжу. Так, что мы здесь делаем? Сейчас до начала вот этого вот верха под каждую петельку ввожу крючок и столбиками без накида обвяжу. Крючок маленький, плотненько здесь обвязываю, не растягивая ничего. Ой, где это? Неудобно здесь так прям мне на столе эту подошву сгибать. Так. Обвязываем, вот дойдем до угла и пойдем также привяжем всю вот этот вот верх, подвяжем его. Так, дошли до уголка. Загибается. Уголок прям 2 раза в одну петлю можно ввести и провязать. Так, что я здесь теперь? Вверх подхватываю опять по 2 дужки и низ по 2 дужки. И вместе провязываю.
Так, сложили и соединяю вместе. Я полностью вот столбиком без накида соединяю, хотя можно было просто вот, опять же, шов проложить верхний и нижний ряд, провязать, вот как я обвязывала вот здесь вот вверх, вот этот вот, точно таким же швом можно провязать, привязать, то есть верхнюю часть к подошве. Поэтому здесь уже несколько вариантов этой обвязки. Ну, я посчитала, что так прочнее будет. В некоторых местах по 2 раза обвязываю, вот по уголкам 2 раза в одну петлю ввожу, закрепляю. Опять верхнюю часть взяла, нижнюю часть и 2 вместе связала. Так, сошью весь верх, дойду до уголка и точно так же столбиками без накида довяжу вот до середины, где я начинала, до середины пятой. И закреплю здесь ниточку, все, и обрежу. И на этом все. Это на видео может быть долго, а на самом деле это все очень быстро вяжется. Вот сколько у меня ушло ниток в общей сложности, полмоточка, не больше. Так, еще раз. Не спеша. Вот так вот. Так, обвязываем, заканчиваем весь тапочек, а я буду с вами на этом прощаться. На этом сегодня, девочки, все. Вот такой вот шлепок получился. Всем легких петелек. Всем пока-пока. До новых встреч. Все, готово.